И снова Салтычиха, и снова эта невероятно сильная для своей хрупкой фигурки фурия, загубившая 130 человек, не дает нам покоя. А все потому, что история у нее странная и загадочная, с кучей мелких деталей, все как раз так, как мы с вами и любим. И речь сегодня пойдет не про ее психиатрический диагноз, который мы с вами уже обсуждали, и не о излюбленных ее способах пыток и истязаний, и даже не о ее амурных похождениях. Сегодня мы будем говорить о детях. Хоть и была Салтыкова маньяком первой величины, но ко всему она была еще и молодой, и какое-то время замужней особой, так что детей наплодить успела. И сегодняшнее наше видео о судьбе этих несчастных, невольно вынужденных наблюдать за зверствами своей матушки. А их было двое – Сергей и Николай. И судьба, надо признаться, ожидала их нерадостная. После заключения матушки Сергей и Николай поселились у дяди со стороны отца, генерал-губернатора Ярославля Алексея Мельгунова. Да, с ранних лет они жили в достатке. Мать, богатейшая женщина, и далее дядя, тоже не последний человек, обеспечивали мальчикам прекрасное образование и сделали все, чтобы тех ожидала блестящая карьера. В деньгах они не нуждались. До достижения совершеннолетия управлять капиталом был назначен муж старшей сестры Дарьи, Иван Тючев. С его подачи продали печально известное Троицкое имение Салтыковых. Он успешно вел дела, и по достижении 17 лет Сергей и Николай получили в свое распоряжение крупное состояние. Так же, как и большинство дворян, поступили на службу в армию с присвоением высоких офицерских званий, так как еще с детства были записаны в лейб-гвардию. Но не срослось ни деньги, ни собственные заслуги, которые к тому же были еще и скромны, не помогли молодым людям в жизни. Из-за гремящей славы их матушки их сторонились как чумных, и напускная вежливость собеседников не могла скрыть того презрения, которое общество испытывало пусть и к невинным, но к детям серийного маньяка. Сергей прожил долго и умер практически одновременно со своей матерью, отсидевшей на тот момент уже 30 лет. В 1801 году потомства он не оставил, а, возможно, всему виной послужила детская психологическая травма, а, возможно, что-то еще. Николай же, напротив, прожил мало, но успел завести детей Федора и Елизавету, женившись на Анастасии Головиной, и скоропостижно скончался в возрасте всего 24 лет. Федор Николаевич, внук садистки и душегубицы, снова был бездетен, как будто сама природа стремилась прервать род Салтыковых по мужской линии. Судьба пощадила внучку Елизавету, которая родила 4 детей и счастливо вышла замуж за француза-революционера с непроизносимым именем граф Шарль де Раймон Мормарон де Моден. Он воевал против родной страны в рядах освободительной армии, состоявших из французских иммигрантов. Из воспоминаний современников следует, что внучка и правнучка Салтыковой были добрейшими и скромнейшими женщинами, словно полными противоположностями их бабки, стремящимися как будто искупить грехи собственного рода. И, вероятно, искупили, потому как следующие поколения отличались, так сказать, качеством. Среди них всегда были знаменитые и успешные люди. Также поговаривают, что в заключении Салтыкова близко сошлась с одним из своих охранников, от которого и выносила очередного ребенка, но куда тот потом делся и кем стал, история темная, так что только возможно, где-то в мире еще жива темная и злая ветвь рода Салтыковых, где-то, возможно, притаилось зло. А как бы вы отнеслись к невинным детям, узнав, например, что их отец Гитлер? Должны ли дети нести ответственность за грехи собственных родителей? Пишите в комментариях, мне очень интересно ваше мнение. Ну и подпишитесь, конечно, ведь именно так вы не пропустите наше следующее видео, в котором будет еще больше тайн и загадок истории. С вами канал Великолепная История. Увидимся завтра.